Всем привет! Сегодня «Крутая Джорджия», 2007 год. Автор сценария Марк Эндрюс, режиссер Гарри Маршалл. В ролях Джейн Фонда, Линдси Лохан, Дермот Малруни. Бюджет 20, сборы $25 миллионов. Сюжет. Семья, мать, отчим, падчерица Рэйчел проживают в Сан-Франциско. На лето отправляют дочку в городок Халл, штат Айдахо, к Джорджии, родной бабушке по матери. Бабушка очень строгая, у нее свои законы, жесткий распорядок. На вопрос дочери, когда отец умирал, ты хоть раз пропустила трапезу? Джорджия отвечает: все вовремя, всегда. Когда жизнь размерена, она преподносит меньше сюрпризов. Прибывшую внучку Джорджия тоже строит, определяет ее на работу в ветклинику к Саймону, первой любви матери Рэйчел. Рэйчел как-то разоткровенничалась с Саймоном и проговорилась, что с 12 лет ее насилует отчим. Саймон рассказал все Джорджии, а та в свою очередь дочке, которая тут же примчалась к матери. Фильм о взаимоотношении трех поколений – мамы, дочки и внучки, об отсутствии взаимопонимания и о том, как страшное событие объединило и сблизило их и снова сделало родными. Мои впечатления. Проблема в фильме очень частая в жизни. Только читаешь или видишь истории, связанные с насилием отчима падчериц. Нужно ли об этом рассказывать? Я думаю, что обязательно. Может, это поможет очнуться некоторым мамам и прийти на помощь к своим деткам. Я, конечно, понимаю женщин, которые после развода стараются устроить свою личную жизнь. Как и понимаю то, что эта личная жизнь не должна портить и ломать жизни твоих детей. Много лет назад я гостила у друзей. Мы выехали на природу, на пикник, и туда по приглашению прибыл знакомый с дочерью-подростком. Девочка мне показалась затравленным зверьком. Испуганный взгляд, очень худенькая и грустная. После отъезда гостя я спросила: а где мама? На работе, и хозяин дома добавил, что это не родная дочь отцу, и отчим побывал в местах не столь отдаленных. После этого я безапелляционно заявила, что отчим насилует дочь, иначе зачем отчиму таскать за собой падчерицу 12-13 лет, в то время как ее мать на работе. Прошло много лет, и эта уверенность только крепнет. Мне хотелось бы спросить у мам, неужели чужой мужик дороже собственной дочери? Вот и в фильме женщина верит дочери, но ей, пьющей, страшно остаться одной без средств к существованию. А с матерью она не ладит, хотя Джорджия дает ей понять, что это не так, и двери родного дома всегда распахнуты для нее. Финал обнадеживающий. Бабушка, дочь и внучка объединились против общего врага-насильника с общей целью упечь отчима за решетку. Поначалу кажется, что Рэйчел – это вконец испорченная девчонка, но узнав причину, начинаешь понимать, почему она бунтует. Она проверяет всех мужчин в ее окружении, пытается соблазнить их и видит, что не для всех мужчин она лакомый кусочек. Что, оказывается, есть мужчины, которые хранят верность и любовь к погибшим 3 года назад жене и сыну. И постепенно Рэйчел отмывается от напускной наглости, развязности, пошлости и снова становится той маленькой девочкой, обнимающей, засыпающей в объятиях мягкой игрушки собачки. И почему персонаж Джейн Фонда рассматривается как тиран? Ее законы мне очень близки и понятны. Отбой и прием пищи в одно и то же время. Кто не работает, тот не ест. Поел, помой за собой посуду. Не ругаться матом. Если изо дня в день следовать строгому распорядку, то жизнь не кажется безнадежной. Ну а мама Лили, надеемся, бросит пить и снова выйдет замуж за Саймона, тем более, что Дермот Малруни просто красавчик. В 2007 году Джейн Фонде было 70 лет. Выглядела она замечательно, спина прямая, стройная. Линдси Лохан мне в ту пору очень нравилась. Образ дрянной девчонки ей всегда удавался. В разговоре с Саймоном она сказала, что с людьми много чего происходит, поэтому надо терпеть. Терпения всем. С удовольствием пересмотрела фильм. На сегодня все. Всем пока.